Друзья, всем привет! Меня зовут Виктория, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у нас тема «Лучшее из лучшего в люксе на осень». Я вообще сначала хотела, в принципе, лучшее из лучшего, но поняла, что это практически нереально выбрать. Мне очень много нравится люксовых ароматов. Герлен, у меня есть почти все, Шанель то же самое, поэтому это невозможно. Но на осень выбрать все-таки можно лучшее из лучшего. Но сначала хочу спросить у вас, как у вас дела, что у вас нового? У меня перерыв в учебе, я собираюсь лететь в Португалию к брату, к Ульяшке. Это моя невестка и сестра моего, сестра, господи, и жена моего брата. Вот, я счастлива. И знаете, что подумала? У нас тут в Валенсии есть встреча, назовем это парфюмерный клуб, в общем, парфюмерные встречи. Я ни разу не была, но вдруг меня заинтересовало, хочу сходить. И подумала, может, в Португалии такую встречу организовать, если вы смотрите это видео, вы живете в Португалии и хотели бы такую встречу. Напишите мне, где-то вы живете в Испании, может быть, в Валенсии, в той же самой, и тоже хотите такую встречу, напишите. Это не встреча со мной, это парфюмерная встреча. Мы приходим, приносим ароматы и обсуждаем их. С чего начнем? Давайте начнем с Шанель. И первый аромат – это Шанель номер 5, версия Лё. Она вроде бы как будто бы летняя, но на самом деле летом этот аромат слетал с меня за 3 секунды и абсолютно не приносил того удовольствия, которое приносит зимой или осенью, или весной. Здесь в начале альдегиды, но это не те альдегиды, что в классической пятерке, они, так сказать, посовременнее, они даже немножечко напоминают аромат лилии. Мне как-то подписчица писала, что для нее номер 5 Лё пахнет лилией. Я здесь чувствую цитрусы в начале, эту самую такую альдегидную лилию. И в базе тут, что удивительно, аромат открывается классическим аллюром, но очень тихо. То есть не так, как сам аллюр. Такая у него пачульно-цветочная, немножечко с фруктами база. Она прям сладковатая, то есть аромат стартует и кажется, что он будет сейчас такой свежий, но нет, к базе он становится сладковатый. И все-таки здесь есть немножечко мыльность, но это как раз-таки эта альдегидность дает. В целом это аромат чистоты, но не такой, знаете, бывает аромат чистоты цитрусовый или какой-то как у Байреда Бланш. Нет, здесь все-таки есть сладость. Мне этим аромат очень нравится. Он хорошо держится, он шлейфит, средний, ровно столько, сколько нужно, чтобы его можно было носить каждый день куда угодно. Аллюр от Шанель, опять же, это мой любимый парфюм, который я сравниваю с твидовой тканью, потому что здесь переплетение цветов. Совершенно разных. Здесь есть и роза, и пион. Тут, по-моему, есть желтые цветы, белые цветы. И здесь есть персик. Но все это так переплетено с пачули в базе, что ощущение, все цветы, все и персик, все друг другом пропиталось. Очень нежный, очень стойкий. Я его не решаюсь надеть куда-то, где знаю, что мы будем, например, в закрытой аудитории, в небольшой, рядом со мной люди, потому что он все-таки такой довольно-таки с большим шлейфом именно осенью и зимой, потому что летом он с меня как-то слетает быстро, а осенью, зимой он прям очень хорошо шлейфит. И по моим ощущениям, это тот аромат, в котором вы можете войти в комнату и его почувствуют.
его шлейф. Он приятный, но я не люблю так делать, потому что это очень субъективно. То есть мне кто-то пишет, например, в комментариях «обожаю Allure Chanel», а кто-то пишет, что вообще как этим можно пользоваться. Ну, то есть поэтому все-таки в этих случаях я думаю, да, когда людям никуда не скрыться, я думаю о том, что на себя надеваю. Обычно надеваю что-то, что вот, ну, близко, да, к коже сидит. Давайте перейдем дальше, перейдем к Диору. И это Мисс Диор 2021 года. Аромат необычный. Чем? Тем, что он стартует, и кажется, что он очень весенний, очень свежий. Он вышел осенью, и я помню, как удивилась, потестив его. Думаю, почему вы вот этот вот весенний парфюм сейчас нам выпустили? В чем идея Dior? Думала я, пока вот только на себя брызнула и поднималась на 3-й этаж в торговом центре в кинотеатр. Пока я сидела в кинотеатре, смотрела фильм, аромат открылся, и я почувствовала его сладкую базу. Сладкую, там есть чуть-чуть древесности, и как будто бы какой-то такой десерт, что-то карамельное, аромат. И вот осталась вот эта вот верхняя свежесть, да, какая-то, даже есть в этом кислинка, есть майская свежая роза, и вот это сочетание мне очень понравилось. Я люблю, когда аромат теплый в базе, и все равно остается какая-то свежесть. Вот в этом все есть. Я его люблю на самом деле именно осенью, либо зимой, весной, может быть, да, еще такой прохладный. Летом нет, нет. Хотя первое было впечатление, что это весенний-летний аромат, но это не так. Он открывается совершенно по-другому. И, конечно же, тут должен быть какой-нибудь яд. Это Pure Poison. Обожаю его. Он на самом деле очень узнаваемый. Я помню, когда первый раз в нем села в машину к мужу, он говорит, это что-то очень знакомое. Белые цветы, дерево, ваниль и какая-то нота придает ту самую аромату в хорошем смысле ядовитость. Очень его люблю, осенью люблю, холодной осенью, зимой точно так же. Аромат очень стойкий, очень шлейфовый. Так что я думаю, что на каждый день в офис он не подойдет. Ну, смотря какой офис, да, где-то, возможно, даже хорошо. Так, следующий аромат. Задик Вольтер This is Hell. Этот аромат очень необычный для люкса. Многие со мной согласятся, что он звучит даже нишево. Это жасмин, молочность, даже какая-то, возможно, сгущенка. То есть это очень-очень сладко. И жареные каштаны, и дерево. Yves Saint Laurent Libre. У меня версия Le Parfum. У меня еще есть Intense. Они отличаются. Intense я люблю носить летом, даже в жару. Мне кто-то писал, что это странно, что это однозначно зимний или осенний вариант, но не для меня. На мне очень красиво открывается лаванда и ваниль бурбонская именно в жару. Многие такие монстры, да, шлейфов и стойкости на мне открываются именно в жару, потому что зимой они не доходят до базы. Они вот как-то очень плоско могут звучать на мне зимой или в холодную погоду. А вот летом, да, и поэтому на мне версия Intense лучше всего открывается летом. Это кремовая, такая лаванда, бурбонская ваниль, немножечко с такой цитрусовой, даже, наверное, это бергамот, свежестью. Да, но зимой на мне намного лучше звучит версия Le Parfum. Она мягче, она более сбалансированная. И тут опять же, вот как в Allure, да, по структуре, как будто бы все ноты, все ингредиенты друг другом пропитаны. Тут есть мед, тут есть шафран, бурбонская ваниль, лаванда. Лаванды, она как будто бы здесь такая
сухая лаванда, и как будто бы, я не знаю, из этой лаванды сделали такую пудру лавандовую. Вот какое здесь ощущение. Аромат очень теплый, согревающий. И вот я говорю, здесь нет какой-то ноты, которая бы выпирала. И сказать, что это лавандовый или ванильный аромат, нельзя. Это все-таки вот купаж ароматов. Это все вместе. Это Mon Guerlain, версия Intense. Лаванда, ваниль, древесность и ваниль бурбонская. И здесь есть вот ощущение, как будто бы в аромате есть какая-то десертность, какая-то сливочность, но не молочность, да, тут не чувствуется прям молоко, а вот какая-то мягкость, я не знаю, может быть, это взбитые сливки в десерте, может быть, это какой-то масляный крем. Вот есть в аромате что-то вот такое. Но это не гурманика. Нет, это не гурманика. И он шлейфовый, он очень долго держится. Мне на него делают комплименты, мне говорят, что этот аромат прям вот идет мне, он прям как будто бы о чем-то про меня. Я, конечно, этому очень рада. Для меня это очень позитивный аромат и успокаивающий. Он уютный, и, наверное, лаванда все-таки имеет, да, какое-то действие такое успокаивающее на людей. В общем, люди ко мне тянутся, когда я в этом аромате. Я сама удивлена, ну хотя чему? Обычно люкс это самые комплементарные ароматы. Они простые, они понятные, они приятные. И ну вот, у меня достаточное количество ароматов с лавандой. Fucking Fabulous от Tom Ford. Потом у меня есть Жаклин от Gritty. На Fucking Fabulous и Жаклин от Gritty никогда не делали комплиментов, к сожалению. Расскажу еще про два аромата от Guerlain. Это Black Perfecto Le Petit Robe Noir, версия флораль в туалетной воде. Аромат снят с производства, но где-то он еще есть. Где-то еще есть. Это роза, это вишня, скорее всего, такая компотная вишня, кожа, и здесь есть лакрица. И как будто есть в аромате какая-то немножечко мыльность, но в хорошем смысле, в хорошем. Мне он очень нравится. И вот сейчас я в нем хожу. Опять же, тут такое сочетание вроде бы и тепло есть, да, кожа, вот лакрица, она все-таки тоже придает больше аромату тепла. И вот такая свежая с кислинкой вишня. И второй аромат это Шалимар Суфль. Мне кажется, что его сняли с производства, хотя здесь вот я его иногда в Испании вижу, в интернет-магазинах. Я его заказывала, когда еще в Питере жила, на Натино. Он там тоже был, можно было его заказать в любой момент. В общем, я не понимаю, что с этим ароматом, снят он, не снят, просто где-то не продается, я не знаю. Для меня он совершенно не похож на классический Шалимар, хотя мне писали, что что-то есть, но только если ваниль. Да, тут есть ваниль. И здесь есть цитрусы, и вот так же, как в Mon Guerlain Intense, как будто какой-то десерт есть. Но в Mon Guerlain Intense он как будто бы пожирнее. А здесь он прям взбитые сливки. Прям аромат очень-очень нежный. И вот как будто его можно потрогать. Он как будто бы вот такое, как мягкое облачко, как подушечка. Вот что-то в нем есть такое. Как-то я сегодня интересные ароматы описываю, да, как будто их можно пощупать. И дерево, да, здесь есть дерево. И в целом аромат, опять же, вот вроде бы он не про десерт, но что-то десертное в нем есть. Он согревающий, он очень стойкий, он мега стойкий. Я его летом приобрела, было жарко. Это вообще лучшая проверка для стойкости ароматов. Он держался очень долго и шлейфил. Аромат от Нарцисса Родригес Фохё Маск Нуар. Есть еще Маск Нуар Роуз
Я его пробовала, тоже великолепный аромат. Здесь слива, кожа, древесность и фирменный мускус Нарцисса Родригеса. Ой, просто, я не знаю, что ты делаешь со мной. Очень сексуальный аромат, потрясающий. Он теплый, он уютный и в то же время очень сексуальный. Здесь есть тоже роза, но она вот среди всех ингредиентов, всех нот, она как будто бы больше фоном выступает. В отличие от версии с Rose, да, Mask Noir Rose, там она намного лучше слышна. Я люблю розу. Почему я не взяла эту версию? Потому что у меня просто я разорвусь. Я не буду знать, какой аромат выбрать. У меня, видите, этого уже так, ну, для моей коллекции его уже нет на треть, даже чуть-чуть побольше. Вот когда я его закончу, я куплю, скорее всего, вариант с розой. Покажу еще один аромат от Нарцисса Родригеса. Такой вот черный кубик, это туалетная вода. Мне как-то писали, что зачем вы показываете нам ароматы, которые сняты с производства. Ну, просто потому что мы же иногда обмениваемся мнениями, да, мы же не всегда должны показывать то, что вот сейчас можно пойти и купить. Ну, вообще это не цель моих видео и не цель всего канала, да. Поэтому Нарцисса Родригес в туалетной воде, черный кубик, снятый с производства. Это роза, это мускус, опять же, и дерево. Очень много дерева. Я знаю, что этот аромат очень любят. У меня с ним такие неоднозначные отношения. Он мне вроде с одной стороны нравится в один день, а в другой день он может мне и не нравиться. Но я считаю, что это однозначно аромат, достойный внимания. Он очень красивый, он на тему розы, и у него есть уникальность, да, потому что на тему розы есть тьма тьмущая ароматов, особенно роза и дерево. Но это просто вообще миллион ароматов. Этот отличается. Мускус, во-первых, Нарцисса Родригеса его отличает. И в нем есть помадность, в нем есть пудровость, но они достаточно тихие. То есть у Нарцисса Родригеса есть намного более пудровые ароматы, намного. Здесь пудра не закрывает собой все. Он даже вот в этой коллекции кубиков уникальный, потому что, в принципе, да, все кубики, доходя до базы, становятся очень похожи, в отличие вот от этого черненького. Здесь роза и дерево звучат на протяжении всего аромата. Парфюм, его настроение немного минорное. Да, есть такое. Чем-то даже такая отсылка к шипром есть, которые я не могу носить, потому что мне становится в них очень грустно, хотя они очень красивые. Но я могу оценить, да, красоту шипров, хоть и не могу их носить на себе. И вот этот аромат, он немножечко, да, с отсылкой к шипру. Вот, возможно, поэтому я не ношу его очень часто. А с другой стороны, и хорошо. И хорошо, он снят с производства. Тут всего лишь у меня 30-ка, по-моему. Я отхватила последний там флакон. Да, 30-ка. Последний или предпоследний. Они уже здесь тоже не продаются. Может и хорошо. Иногда вот под настроение. Все, друзья, спасибо вам, что вы были со мной. Вот такая получилась у меня подборочка лучших ароматов из люкса. Делитесь своими вариантами. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.